Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш блог. Это вот таинственный стул. Он символизирует тот сюрприз, который вас ожидает во второй части нашего блога. Итак, из Америки комментарий такой. Я ничего не понимаю. Это на песню иду один. Но мне хочется провести свой следующий отпуск в России. Комментировать тут нечего. Спасибо вам за отличную музыку, Олег. Ты тоже стал чем-то вроде мема. Мне очень нравится эта песня. Я диджей из Аделаиды, Южная Австралия. И я могу сказать, что эта песня будет звучать в ночном клубе на другом конце света. И я могу гарантировать, что людям она понравится. Вот так. Хорошая песня и любимая Москва. Да, действительно, Москва преобразилась. Просто необыкновенная. Я надеюсь, вы тоже оценили. Это же мы ничего не приукрашивали. Вот такая красота, она есть. И призываю вас всех ее попытаться лицезреть. Приезжайте в Москву, те, кто не в Москве живет, и посмотрите. Это что-то невообразимое, даже для меня, для москвича. Получали ли вы авторские S, то есть доллары, за «На заре»? И какие у вас отношения со всеми участниками группы того состава «Телемост»? Было бы классно, если бы пересняли клип. Но это уже было насчет переснятия клипа. Авторские получаю. Другой вопрос, в каком количестве. Так сказать, коммерческих секретов нету. Я не великий какой-то там композитор, которые могут получать там приличные гонорары. Конечно, наше авторское общество платит такие смешные деньги. Вот. Но я доволен и тем, что есть. Вот. С участниками группы отношения ровные. Мы, так сказать, не то чтобы там как-то особо дружим, но время от времени видимся, перезваниваемся. Я слежу, конечно, за телодвижением группы «Альянс». И по мере поступления каких-то новых, не новых, а новостей, я вас о них информирую. Вот поступила новость, я надеюсь, для всех, для нас радостная, что группа «Альянс» будет участвовать в дискотеке 80-х «Авторадио» в этом году. Удивительно, конечно, что за все это время ни разу не пригласили, но вот справедливость восторжествовала. Будем надеяться. Олег, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какие свои песни вы считаете самыми удачными и любимыми? Знаете, мои песни, они же как мои дети. Вот у меня там дети есть. Как я могу сказать, что какой-то более удачный, какой-то сложно мне так сказать. Они все мои любимые. А вот вы уже оцениваете и как-то их градируете. Это на первом месте, это на втором, это на третьем. И мне рассказываете, мне интересно. Олег пишет. Витольд Богданов. Олег, а нет ли у вас случайно, если поскрести, по сусекам видео с песней «Воспоминания»? Спасибо. Нет, к сожалению, нет. Короткий односложный ответ. Нет. Жалею сам. Олег, расскажите, пожалуйста, ваше отношение к Yamaha DX7. Ну что, это такой легендарный инструмент, конечно. У нас была Yamaha DX21, это, скажем так, облегченный вариант. Мне вообще японские инструменты не очень нравятся, честно сказать. Они такие песочные, в них нету какой-то глубины звука. Они такие немножечко с песком. Мне, конечно, после того, как я услышал американские инструменты, предпочтение в эту сторону. Вот. Но я говорю, что опять же все зависит от человека. У нас Костик такие звуки нарулил на этой Yamaha DX21, что я до сих пор спрашиваю, а что за инструмент играет? Yamaha DX21. На семерке таких звуков не было. Так что отношения очень даже нормальные. Миклуха Маклей пишет. Один из буржуйских комментаторов открыл нам глаза, заявив, что Олег Поростаев был агентом КГБ и являлся смотрящим над группой.
Сейчас генералу ФСБ Поростаеву не солидно стоять за клавиши. Ну, это, наверное, к тому, что почему я на сцену не хочу идти. Да. Ну что ж, пусть это... Я же не могу раскрывать все тайны. Луиза Чиконе звучит незначительно по сравнению с этим. Отличная музыка, привет из Америки. Я так люблю вас, русские, что очень хочу помириться с вами. Да, но я могу сказать, что я с вами не ссорился. Что нам делить? Американцы, мы русские, там что-то политики, так сказать... Ребят, я за то, чтобы все люди мира на минуту встали и подружились. Олег, спасибо, песня получилась, а видео это просто про меня. Надо позвонить родителям, пока они еще не только во снах, а лучше поехать к ним. Да, ребят, согласен, и чувство доброе я Лерой пробуждал. Жалко, что ну, как-то мы действительно родителей своих начинаем ценить только после их ухода. Помните о том, что родителей достаточно скоро просто не станет. И цените те минуты, которые даны вам для общения с ними. Потом уже... Ну а теперь обещанный сюрприз. Вот тут мимо пробегала одна девушка, я смотрю, что-то знакомое. Ба, Лиза Луц. Лизочка, привет, дорогая. Здравствуйте. Привет, привет. Вы знаете нашу героиню сегодняшнего блога. Я хотел бы... Очень много вопросов. Почему, собственно, я попросил ее приехать? Потому что очень много вопросов, которые адресованы ей. И как-то за нее отвечать странно. Ну, я буду перемежать вопросы, которые задаете вы, с теми вопросами, которые у меня у самого есть. Потому что нам редко удается так пообщаться тет-а-тет. Так вот, Лиза, ну, первый вопрос вообще, каково было тебе проснуться знаменитой? Ну, очень необычно, когда ты этого не ожидаешь. Ну, как... И удивительно было, когда тебе пишут СМИ. Конечно, приятное чувство, но люди по-разному реагируют. И кому-то это нравится, кому-то нет. Но в любом случае, я очень рада, то, что мы делаем именно творчество для людей, доброе, в которых есть добрый посыл. И что каждый человек может найти себя в душевных песнях и в клипах. Мне кажется, это очень важно. Сейчас такого мало, и я читала комментарии на ютубе, то, что душевно, как глоток чистого воздуха, это действительно так. И как раз мне кажется, то, что мы все это снимаем, может, и наше поколение больше будет слушать, больше, хотя и так и там достаточно, но я хочу помочь как-то. А когда тебе вот поступило такое предложение сняться в клипе, вот как ты на него отреагировала вообще? Какие ты чувства испытывала? Я думаю, что это интересно всем будет. Ну, самые позитивные, во-первых, не каждый раз вас зовут куда-то сняться, а во-вторых, мне очень нравится группа Альянс и ее песни, потому что они берут меня за душу. И я узнаю себя, и вот как раз «Иду один», вот песня, ну, в тот момент я была одна, и мне было очень одиноко, мне прям она зацепила до глубины души. Как вот было вообще вот этот процесс съемок, насколько это для тебя было близко, или ты как-то гармонично влилась, и музыка тебя уже подготовила к этим съемкам, и собственно, все прошло гладко и без шероховатостей? Ну, я бы назвала, что все прошло гладко и без шероховатости, потому что, во-первых, очень грамотная и слаженная команда, и люди друг друга понимают с полуслова. Ну, конечно, были и вторые дубли, и все было, но это было весело, и я бы назвала это одними из самых приятных моих воспоминаний, а вот особенно съемка «Забытые слова», там и лошади, и хаски, я очень люблю животных, и мне было очень радостно. Вторая съемка тоже, ты гуляешь по красивой Москве. В общем, можно сказать, что ты делаешь то, что тебе действительно нравится на самом деле, и при этом прекрасная музыка ложится. Лиза, вот сняты уже с твоим участием 2 клипа.
Вот мне интересно твоя оценка, вот результат. Вот тебе самой лично это понравилось, результат? Мне очень понравилось. Мне понравилось, потому что вот мне кажется гармоничный видеоряд и музыка. И то, что это идет как история, то, что очень тоже важно, потому что я, например, когда слушаю музыку по радио, я не всегда могу как-то понять, какой образ будет у этого. А тут все получается четко, с чувством, с толком, с расстановкой, как еще это сказать. Лиза, ну я уже приоткрывал завесу, что у нас снят третий клип, и уже наступил процесс монтажа. Что ты можешь сказать о нем? О третьем клипе? Да. Ну, он... Не слишком приоткрывая завесу. Ну, я бы сказала, что он открывает некие жизненные ценности, о которых в наше время порой многие забывают. Вот. Ну и больше я ничего не скажу, это секрет. Сам процесс съемок, вот если мы возьмем 3 клипа, да, вот они как-то различались по динамике, по ощущению, или ты всегда находился в каком-то одном состоянии? Или все-таки они для тебя, как для исполнителя главной роли, все-таки имеют разный посыл? Ну, конечно, разный посыл, потому что забытые слова — это тема о том, как человек потерял, и ты уже настраиваешься на это, воспоминание. И Дуодин был более немножко грустный такой, светлая грусть, добрая. Но мы, люди, мы испытываем разные эмоции, и грусть нам тоже необходима. А про третий я не могу сказать, потому что боюсь болтуть лишнего. А я такая болтушка. Ну что, дорогие друзья, на все вопросы, конечно, мы не смогли ответить в рамках вот этой передачи, довольно такой небольшой. Вот. Но я надеюсь, что Лиза еще приедет к нам и ответит на те вопросы, которые будут поступать, так что задавайте их. Связь, так сказать, у нас прямая. Вот. И, Лиза, может быть, ты еще что-то хочешь сказать уже на прощание? Ну, на прощание я бы хотела сказать 2 вещи. То, что я люблю путешествовать, и вот очень перекликается с тем, что вы ответили американцы. Я считаю, что все люди мира могут дружить и общаться хорошо, в этом нет ничего. И я очень благодарна подписчикам Олега Простаева, поскольку они ценят и это творчество, и чувствуют. Ведь не каждый человек может сам все создать, спеть, сочинить. Это очень большой труд. И я восхищаюсь вами и Олегом в первую очередь. Ну уж извините, но он у меня на первом месте. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Всего вам доброго.